Всем доброй ночи. Время сейчас между ночью и утром. 15 минут пятого, извиняюсь. Но это не важно. Сегодня решила подарить вам сильные работы. Итак, друзья мои, перед вами Лилит. Изначально скажу, что статую Лилит простым людям дома держать нельзя. Нельзя, поскольку она дьяволица. Как она стала дьяволицей, как она была изначально шумерской богиней, об этом рассказано в моей лекции «Великие дьяволицы». Откройте и посмотрите эту лекцию, чтобы я долго не останавливалась на этом. Любимица сатаны, его первая жена, мать инкубов и суккубов, духов страсти и похоти, мать великих демонов, родоначальница рода сатаны, великая царица, черная богиня тьмы, Амма Лилит. О ней сказано в Библии. Изначально сказано так. И создал Бог мужчину и женщину, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, владейте землею и царствуйте на ней. А потом вдруг эта равносильная мужчине и женщина куда-то исчезает, и сказал Господь: одиноко человеку создам-ка я из ребра его Еву. Куда делась эта женщина? Говорят, она матерь джиннов. Ведь сказано: человек создан из глины, а джинны из огня. А Лилит рыжеволосая была создана из огня. Богами. Хотя святые книги, священные писания всех времен и народов очень сильно искажены. В книге Иезекия, глава 3, насколько я помню, есть такой момент. Крылатый страх поселяется на башне. Прилетает она туда каждый день и наблюдает. Это про Лилит сказано. Английское слово lullaby, что означает колыбельное. В основе имя Лилит, Лалу. Говорят, что это на иврите означает письмена или заговор против Лилит. Писали определенный заговор и прикрепляли к люльке. Говорили, что она забирает души маленьких детей для того, чтобы превратить их в духов или в инкубов. Много чего о ней говорят. У нее есть много ипостасей, много сторон. Есть кровавая сторона, есть сторона страсти. Но как бы там ни было, она есть богиня секса. Ну, прямо вот не любви, а страсти, похоти. И когда к ней обращаются женщины, она слышит и помогает. У меня есть ритуалы, в которых обращение женщин для того, чтобы она вселялась своей силой, не именно божественной, а чтобы своей некой силой вселялась в них, и чтобы мужчина был опьянен этой страстью, поскольку страсть богини – это невероятное, неповторимое. Некоторые женщины так вышли замуж. Сейчас все попросят, да? Какой ритуал? Внизу потом попрошу, напишут и дадут ссылку. Этот ритуал для пробуждения женской сути, женской страсти. Ритуал на языке духов. Уже объясняла, что такое язык духов. Иногда, когда мы просим что-то нам дать, какой-либо ритуал или заговор для определенного случая, иногда подсознательно оно идет. Иногда во сне показывают полностью вот весь ритуал.
все, что там происходит, каким образом. То есть этот весь сценарий во сне проигрывается с тобой. Утром ты просыпаешься, записываешь это все и забываешь эти слова. Язык духов разный. Иногда напоминает языки, которые вымерли, которых нет. Иногда абсолютно нейтральные слова. Но все особенно любят ритуалы на языке духов, потому как они очень сильные. Итак, обращение к Аама-Лилит. Для того, чтобы ваша женская сила, ваша страсть и притягательность была настолько сильной, чтобы вы все время притягивали взгляды мужчин. Это ритуал для женщин, для женской сути. Если вы хотите усилить себя как женщина, а от вашей сексуальной энергии, от вашей энергии вообще жизненной зависит и ваши деньги, и ваши финансы. Объясню почему. Потому что женщина, которая сильна, в которой сильна женская суть, она притягивает нужные моменты, нужных людей, выходы из ситуации. Женщина, у которой женская суть слабая, какая бы она ни была распрекрасная, у нее жизнь не получается. Есть женщины, которые средней красоты, но они обладают таким магнетизмом и шармом, что просто кажутся красавицами. А есть наоборот. Может быть очень красивая, как кукла, но настолько отталкивающая, настолько пустая, настолько неинтересная, настолько сухопарая рыба, что вот это и говорит, что женщина может ухаживать за собой, делать прически, одевать самые лучшие меха, дорогие и так далее, но при этом не быть интересно. А может быть наоборот, спортивки с какой-то челкой, с хвостиком свести с ума мужчины. Если вы заметили как раз такой момент неготовности, такой момент растрепанности, усталости, вот спортивки, такие как бы волосы не уложенные и прочее, прочее, на 5 минут в очках побежала за хлебом и познакомилась со своей судьбой. Основное количество женщин знакомились не тогда, когда шли в кафе все одетые, такие готовые. Нет, а именно когда вообще не ожидали этого, на велосипеде, за грибами или красили там забор. Тут же проехала машина, что-то спросили, девушка, можно вот как туда проехать? Потом через некоторое время опять вернулся, вот я не нашел, и пошло-поехало. И в итоге они поженились. То есть женская страсть, если сильна, то женщину замечают без никаких атрибутов. Но если этой страсти нету, ее вот эти голодные глаза, тоскливые взгляды везде не помогут абсолютно. Так вот, раскроем женскую суть и женскую страсть внутреннюю, чтобы вокруг начали подчиняться вашей жизненной силе вашей женской сути. И тем самым, чтобы вы притягивали к себе и нужные ситуации, и нужных людей, и нужные деньги, и нужную работу, может быть. От вашей женской сути очень многое зависит, поверьте мне. Итак, читать нужно 13 раз над стаканом воды. Статую вам дома держать не рекомендую. Потому как боги не просто у вас живут, они у вас забирают энергию. И если вы не работаете с ними, то они будут забирать вашу жизненную силу. Я тем, которым объясняла, и потом они что-то там пишут, вот что-то у меня там трудности и так далее, показывают свой алтарь, и там все черные божества, и я говорю, почему вы дома держите эти божества, вы же не практик. Начинает, знаете, или они скоро откроют канал, опять будут заливать народу, что они ведьмы, либо просто они вот ради интереса, либо они думают, что... Либо тайком читают эти ритуалы, то есть, которые предназначены для практиков. И удивляются, почему у них жизнь не получается, почему у них постоянно какие-то затраты, трудности, болезни. Сколько раз вам объяснять, статуи темных богов или демонов – это место, куда будут спускаться их силы.
И если вы с ними не работаете, то есть вы не питаете их эгрегоры, их силовые поля, то они будут забирать просто вашу жизненную силу. Я говорю это не потому, что завидую вам или не хочу, или мне вот прям... Да я не вижу ваши дома, делайте, что хотите, хоть там самого сатану притащите и поставьте посреди коридора. Но дело в том, что они будут забирать вашу силу, вашу энергию. Вот к чему сказано. Вместе со статуей это предмет-посредник для связи с демонической сущностью или с Богом, темной сферой. И вместе с статуей приходит и сила этого божества. Одна бабка тоже купила статую богини Хейл. Понимаете, да, богини разрушения и смерти. Через некоторое время начала выйти на Луну, а потом вовсе пропала. Хрен знает, что с ней стало. Дело не в том, что я не хочу так, или я такая вот прям хочу, чтобы только у меня было. Я просто вам объясняю, вы будете работать с этими темными богами, вы с ними взаимодействуете, вы проводите им ритуалы поклонения, вы с ними проводите ритуалы, вы принимаете заказы? Нет. Тогда чем вы будете питать их? Чем эти силы, которые вы привлекли в свой дом, в свою семью, будете питать? С собой, вашей жизнью. Поэтому не удивляйтесь, что у вас есть черные статуи, о которых я говорила, что их нельзя держать, но вы тайком купили и держите, и удивляетесь, почему вы все время то болеете, то у вас денежные затраты, то потери, то еще что-нибудь. Прямо удивляетесь. А чего вы удивляетесь-то? Вы с ними не работаете, вы не проводите ритуалы поклонения им. То, естественно, они без дела там не будут стоять. Они начинают развиваться вокруг себя, энергию создают этот кокон, начинают вас... Вы понимаете, что ваша энергия и энергия ведьмы – это две разные измерения. То, что для вас смерть, для меня энергия жизненная. Вы можете снять чью-то порчу, там рискнуть, на свою голову, снять на себя просто. Вы не знаете, как это скинуть. У вас нет никакой защиты. У вас нет посвящения в это все. Посвящение не в том смысле, как посвящают некоторые. Посвящение – это опыт жизненный, долгий, когда ваша энергия привыкает к этим силам, постепенно посвящается в это дело. У вас ни хрена нету, вы полмесяца посмотрели мои ролики, ой, мне понравились эти боги, я покупаю, мне ничего не знаю. Взяли, поставили и начинаете. Вот что-то мне плохо и нехорошо. А ведь вам сказали же человеческим языком, что просто так они без дела не должны находиться дома. А вы не практикуете, вы понятия не имеете, как с ними работать. Вам кажется, что здесь сложного? Ну, поставили, ну, сказала, что я там через нее работаю. Ну, сказать можете много чего, но потом, когда вам вырежут, то есть матку, не удивляйтесь, потому что там женская суть, богиня женской силы, понимаете, женской энергии. А вы ее привезли домой, поставили, и ничего не знаете, что с ней делать. Снимать порчу на себя можно снять. На себя можно перетянуть и умереть потом. Я этими притянутыми вот порчами, проклятиями питаюсь. Моя энергия уже стала ядовитой. Понимаете? Я съедаю их просто. Это вот энергетическое мое поле. Мне не страшно уже давным-давно. А вот вам это может плохо отразиться. Это так, маленькая лекция по поводу того, почему я говорю, нельзя держать дома темных сущностей, статуи демонов и демонических богов или богов темной сферы. Объясняю, почему. Хотите понимать, хотите нет. Кто производит машину, тот говорит в инструкции машины, да, машину может вести только человек, у которого есть опыт, права и так далее. И продает, но не следит за тем, как вы будете вести. Не контролирует, вы пьяный сядете или вы просто не умея сядете, поедете. Если вы разобьетесь, помрете, компания, которая производит машину, вообще не несет ответственности. Там инструкции, там все сказано, этим вам продано. А дальше как хотите, это уже вы должны думать. Вот то же самое, я себя ответственность снимаю, потому что я предупреждаю, я объясняю логически. Я не говорю вам просто нельзя и все тут. Объясняю почему. Потому что они должны работать. Теперь язык духов. Уже сказано, язык духов – это когда мы обращаемся к потусторонним силам, а они с помощью подсознания, с помощью снов, да иногда вообще, знаете, в таком пограничном состоянии между явью и навью приходят слова. Их записываешь, и они потом
скажем так, используется в ритуалах. Читать 13 раз, половину воды выпить, половину воды отнести и помыть лицо и руки. Если сделаете это в течение месяца, то очень сильно изменится ваша физиология. Во-первых, женские болезни начнут уходить. Уже проверено. Например, там воспаления какие-то. Если там серьезная операция должна была быть, отменяется эта операция. То есть уже излечивается, организм сам справляется и так далее. И точно так же все эти ритуалы к женским божествам, к сущностям женским, да, женской стороны космоса, они, как правило, помогают омоложению. Страсти, силы, постельных отношений, исправлению и так далее. Начнем. О Амалилит, о Дева Митера, Кео Сакео, Амеро Исмахбо, Со Асода, Со Не Аве, о Амма Митера, Дева Лилит. Веде Ангеар, Гес Андеар, Миасо, Азмиасо, Во Митера Дево, Амма Лилит. Зесу, Агая, Мелхан, Ософу, о Митера Дева Лилит, о Ама Лилит, о Исрохе Лилит, Аше, Аше, Аше. Слово Миасу отдельно. О Ама Лилит, о Дева Митера, Кео Сакео, Амеро Исмахбо, Соасо да Соне Аве, о Ама Митера Дева Лилит. Вуэ Ангеар, Гес Андеар, Миасо, Асмиасо, Во Митера Девуэ Ама Лилит. Зесу Агая, Мелхан, Ософу, о Митера Дева Лилит. О Ама Лилит, о Исрохе Лилит, Аше, Аше, Аше. 13 раз над водой с черными свечами, с черным алтарем. Читать, половину выпить, половину помыть лицо и руки. Провести можно в любое время, в любой день, но в сумерки, когда уже солнце село. Только тогда эти ритуалы имеют особую силу. Ну что сказать, усиливайте свою женскую суть, потому что это ваша сущность, и, по сути, это ваша главная функция на этой земле – быть женщиной. Всем удачи!